Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться своим проверенным рецептом мягкого, влажного, ароматного бананового хлеба или бананового кекса. Для этого рецепта нам понадобится 3 банана. У меня сегодня на столе 2 связки бананов. Вот эти желтые бананы нам не подойдут. Они утяжелят тесто, и кекс не поднимется. Вот такие бананы, которые только-только начали покрываться коричневыми пятнышками, подойдут нам в самый раз. Бананы, конечно же, нужно почистить, убрать с них все пленочки. Я их поломаю на кусочки и положу все в миску среднего размера. Точная граммовка бананов в этом рецепте не особо нужна. Ориентируйтесь на размер. Они должны быть средние, их должно быть 3. Измельчаем бананы в пюре. В пюре могут по-прежнему оставаться кусочки бананов. В этом нет ничего страшного, они разобьются в то время, когда мы будем добавлять другие ингредиенты и смешивать все вместе. Отставляем бананы в сторону и займемся тестом. Для теста нам понадобится полстакана размягченного сливочного масла, стакан сахара. Масло и сахар я немного смешаю вилкой. Вы этого делать не должны, но я это делаю. Я это делаю потому, что у меня миксер мешает на очень высоких оборотах. И я не хочу просто, чтобы сахар разлетелся по всей кухне. А вот теперь можно включить и миксер. Наша масса должна увеличиться в объеме и побелеть. Теперь я добавлю 2 яйца. У меня яйца холодные прямо из холодильника. Я пробовала этот кекс делать и с яйцами комнатной температуры, и с холодными тоже. Этот кекс получается в любом случае одинаково. Теперь нужно все хорошенечко снова взбить. Я прохожусь по всем углам, чтобы убедиться, что снизу ничего не пристало. Масса снова стала однородной, снова побелела и увеличилась в объеме. Вот так она выглядит. Немного похожа на сливочный крем. Добавлю немножко ванилина, но это опционально. Соединяем нашу банановую смесь с тестом, и снова нужно будет все хорошенечко взбить. По мере взбивания можно увидеть, как тесто начинает расслаиваться. Это нормально. Тесто снова соединится и станет однородным после того, как мы добавим всю муку. Продолжаем взбивать. Видите вот эти крупинки на донышке? Похоже на скисшее молоко. Теперь нужно добавить 1,5 стакана муки. У меня это обычная белая мука. Сюда же добавляем пол чайной ложки соли, она здесь нужна для баланса сахара, чайную ложку соды и все хорошенечко снова перемешиваем. Сначала перемешиваем, а потом взбиваем. На взбивание у меня ушло около 1 минуты. Взбивать нужно тесто до тех пор, пока оно не станет снова однородным. Никаких расслоений теста на этом этапе мы уже не должны видеть. Если вы видите, что даже после минуты взбивания ваше тесто не соединяется, можно добавить буквально немножко муки. Посмотрите, тесто снова побелело и стало похоже опять на крем. Кстати, все ингредиенты в граммах вы сможете найти в описании. Пройдусь лопаткой по донышку чашки, просто чтобы проверить, что все у меня перемешалось. Обратите внимание на консистенцию. Тесто очень мягкое, податливое. Оно не забито мукой, но и не жидкое. Я решила в этот раз добавить немного шоколада, это опционально. У меня это примерно около стакана. Аккуратно вмешаю шоколад в тесто. На этом этапе уже сильно мешать не нужно и взбивать, конечно, тоже не нужно. Банановый хлеб обычно всегда выпекают в форме для хлеба. Именно отсюда он и берет свое название – банановый хлеб. Я в свою форму уже положила пергамент. Мой пергамент я ничем не смазывала, он никогда не прилипает. Если ваш пергамент липнет, смажьте его немного маслом. Обратите внимание, что тесто я стараюсь распределить по всей форме равномерно. Это я делаю для того, чтобы кекс получился после выпечки ровный и пропекся везде. После выкладывания немножко еще постараюсь выровнять поверхность. Банановый хлеб выпекается при температуре 180 градусов по Цельсию, и будет он выпекаться час. После выпекания кекс нужно обязательно проверить. В зависимости от вашей духовки серединка может остаться слегка влажной. В этом случае просто верните кекс обратно в духовку и оставьте его еще минут на 10. У меня шпажка чистая, мой кекс пропекся. Посмотрите, какой он темный, красивый, ароматный, все еще горячий. Дам ему немножко остыть и нарежу небольшими кусочками. Шоколад внутри все еще горячий, немножко цепляется за нож, поэтому я придерживаю и хочу показать вам, что внутри. Банановый хлеб по этому рецепту получается очень вкусный. Он в меру влажный, в меру насыщенный, очень приятный.
Смотрите, какой он мягкий. Кусочек прям проседает под своей тяжестью. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал. Кушать подано.